Всем привет! Добро пожаловать на канал Рациональные инвестиции. На данном канале я рассматриваю рациональное инвестирование в компании на долгосрочную перспективу. Меня зовут Артур. Спасибо за просмотр моего канала и комментарии, которые вы оставляете. Мне очень приятно. В сегодняшнем ролике продолжение разбора компании и сектора технологий из индустрии полупроводников. Это компания Micron. В предыдущих роликах я делал разборы на компании Intel и Nvidia, оценивал их по 5 ключевым показателям и определял для них внутреннюю норму доходности при удержании компании на горизонте 10 лет. А в сегодняшнем ролике мы рассмотрим Micron, оценим ее справедливую стоимость и определим, сколько мы можем заработать, удерживая компанию в долгосрочной перспективе. Итак, если вы готовы сделать это вместе со мной, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и мы приступаем. Прежде чем мы начнем делать обзор, давайте определим для себя 5 ключевых показателей при оценке компании. Первое. У нее должен быть рост выручки. Второе. Мы смотрим на рост прибыли, она должна расти. Третье. У компании должен быть стабильный денежный поток. Четвертое. У компании должен быть низкий долг. И в заключении нам нужны акции по хорошей цене. Давайте применим все эти параметры компании Micron и посмотрим, насколько она является хорошей инвестицией в данный момент. Компания Micron была основана 40 лет назад, в 1978 году. Micron проектирует и производит лучшие в отрасли устройства памяти и хранения данных, предоставляя фундаментальные возможности для инноваций, таких как искусственный интеллект и 5G, в центрах обработки данных, интеллектуальных периферийных устройствах и потребительских устройствах. Мы открываем доступ к инновациям во всех отраслях, включая здравоохранение, автомобилестроение и связь. По результатам отчета за третий квартал 2021 года 73% выручки приходится на технологии высокопроизводительных модулей памяти DRAM, 24% выручки на технологии NAND. Компания также по результатам отчета за третий квартал достигла рекордных показателей по выручке и прибыли по своим бизнес-сегментам. Компания Micron также объявила о частичной продаже своего бизнес-направления 3D XPoint своему конкуренту компании Texas Instruments, но об этом я расскажу чуть позже. Об технологиях, проектируемых и производимых компанией, вы можете самостоятельно ознакомиться на официальном сайте. Давайте перейдем к динамике роста финансовых показателей. Что касается роста финансовых показателей, то на данном слайде можно увидеть растущий тренд, а именно по росту выручки компании. Растет ее чистая прибыль, если брать промежуток с 2011 года, но также имеет место быть и убытки компании, зафиксированные в 2012 и в 2016 годах. По свободному денежному потоку динамика нестабильная, наблюдается то рост, то падение данного показателя. По количеству акций, находящихся в свободном обращении, мы видим боковое движение. Компания периодически выкупает свои акции, а затем производит доп. Эмиссию. В отчете за третий квартал компания проинформировала своих инвесторов о своих планах по программе обратного выкупа акций. Давайте я вам приведу данную информацию. Наш совет директоров санкционировал обратный выкуп акций на общую сумму 10 миллиардов долларов. В третьем квартале и первых 9 месяцев 2021 года мы выкупили 1,7 миллиона акций на общую сумму 150 миллионов долларов. И до 3 июня 2021 года мы выкупили на общую сумму 3 миллиарда долларов своих акций. Исходя из приведенной информации, у компании имеются планы по дальнейшему обратному выкупу своих акций в будущем периоде на общую сумму порядка 7 миллиардов долларов. Конкретные сроки действия данной программы не указаны. Осуществление обратного выкупа акций будет зависеть от прибыли в будущем периоде. А какие прогнозные планы ставит перед собой компания, мы ознакомимся далее. Что касается чистой маржинальности, то компания ее держит на достаточно высоком уровне. В среднем это 15%. Но за последние 3 года этот показатель снижается. По рентабельности активов, собственного капитала и инвестиций вопросов не возникает. Но хотелось бы видеть данные показатели чуть выше, так как они находятся ниже, чем у конкурентов, таких как Intel, Nvidia и другие. По долговой нагрузке вопросов нету. Она находится на низком уровне по отношению к собственному капиталу. Акционерный капитал динамически растет из года в год, активы у компании растут, обязательства снижаются. По данному направлению все в порядке. Давайте теперь перейдем к новости, которую я приводил в начале ролика. Новость от 30 июня 2021 года. Micron продает свое подразделение в штате Юта компании Texas Instruments.
Экономическая стоимость Micron от продажи составляет $1,5 миллиарда. Micron продала часть этих активов, а оставшуюся часть оставит для размещения на других производственных площадках или продажи другим покупателям. Micron объявила о своем намерении продать объект в Лехе, штате Юта, в марте 2021 года. В то же время компания подтвердила планы по прекращению производства технологии 3D XPoint и разработки новых решений памяти для центров обработки данных, поддерживаемых межсоединением CXL. То есть компания продала свой актив конкуренту, посчитав, что данное направление не приносит ей желаемого дохода, сконцентрировав свое внимание на отработанных направлениях, которые имеют больший потенциал в перспективе. Данное решение можно рассматривать с точки зрения оптимизации бизнеса и концентрации развития в понятных и перспективных направлениях. По данному направлению будет интересно понаблюдать в динамике, как потеря данного актива скажется на будущих финансовых потоках Micron и приобретение актива для компании Texas Instruments. Касаемо прогнозов по компании, на будущий год аналитики ожидают рост стоимости акций на 62% до $118. Безусловно, сейчас стоимость акций выглядит привлекательной после их коррекции, но насколько они привлекательны в долгосрочной перспективе, давайте определим дальше. Что касается будущих планов, которые ожидает компания, они выглядят достаточно привлекательными. Компания ожидает увеличения маржинальности, увеличение выручки в текущем году по отношению к прошлому году ожидается в плюс 8,5%, прибыли в плюс 63%. В 2022 и 2023 году ожидается существенное увеличение выручки на уровне 20-30%, а увеличение прибыли порядка 60-90%. Стоит отметить, что компания в прошлые времена достигала намеченных планов и перевыполняла ожидания по выручке и прибыли. У компании также серьезная конкуренция, и все будет зависеть от спроса на продукцию, внедрения существующих и развития новых технологий, внедрения данных технологий в различные сферы бизнеса, то есть осуществление намеченных планов в тех бизнес-сегментах, которые компания ставит перед собой. По дивидендной доходности компания не осуществляет выплату дивидендов. В настоящее время она их не выплачивает. Последний раз она выплачивала дивиденды в 1996 году. По инсайдерской деятельности информация о покупке отсутствует. Инсайдеры осуществляют лишь продажу своих акций. Исходя из достигнутых показателей по выручке и прибыли, я сделал расчет по справедливой стоимости акций на последующие 10 лет методом денежного потока и на основе стоимости компании. По моим расчетам, стоимость акций будет составлять $113. То есть я взял среднее значение при расчете стоимости акции на основе метода денежного потока. Я получил стоимость к 2030 году в $91, а на основе стоимости компании в $135, то есть среднее значение получается $113. Применив при этом рост показателей денежного потока и акций, исходя из достигнутых ранее значений и уменьшая их постепенно с каждым годом, так как компания с каждым годом будет тяжелее развиваться, и я считаю, что это тот уровень, на который мы можем рассчитывать с позиции консервативной стратегии. Давайте теперь определим внутреннюю норму доходности. Внутренняя норма доходности – это коэффициент, показывающий минимальный приемлемый уровень доходности. Внутренняя норма доходности при цене акции в $73 на горизонте 10 лет будет составлять 7%. Возвратный капитал при этом составит порядка 2%. И по таблице справа вы можете заметить, как внутренняя норма доходности меняется в зависимости от стоимости акции. Чем выше будет стоить акция, тем меньшую доходность мы получим на длительном горизонте инвестирования. В идеальном сценарии, для того чтобы мы могли обгонять доходность индекса, нам необходимо покупать акцию за $55 или ниже. Давайте теперь подведем итог. По оценке базовых мультипликаторов PE равен 20,74, что является несколько высоким значением. Среднее значение PE за 10 лет равно 10, то есть компания торгуется немного дороже своих исторических значений, примерно в 2 раза. Форвардное значение PE на будущий год равно 7, при учете, если компания достигнет намеченных планов и прогноз ее сбудется. По мультипликаторам P на S выглядит дорого, а по мультипликатору P на B находится в справедливых значениях. По цене к свободному денежному потоку также не все однозначно. Компании не хватает свободного денежного потока. Рентабельность собственного капитала находится ниже допустимого параметра, и в разрезе с конкурентами это значение является также наименьшим. Акционерный капитал за последние 3 года растет, маржинальность бизнеса
последние 3 года снижается, но стоит брать во внимание тот факт, что в настоящее время она имеет показатель 16%, что является ее средним историческим значением за последние 10 лет. Прогноз на будущий период позитивный. В 2022 и 2023 годах ожидается существенное увеличение прибыли, также ожидается увеличение маржинальности. Аналитики склоняются к росту на 62% от текущих отметок. По инсайдерским покупкам информации нету, по обратному выкупу акций средний показатель за 3 года составляет 0,67%. Также советом директоров одобрена программа обратного выкупа акций, то есть в будущем периоде можно ожидать, что компания будет направлять часть свободного денежного потока на обратный выкуп акций. В этом плане хотелось бы видеть несколько выше процентное значение обратного выкупа. Подведем итоги всего вышесказанного. Рост выручки, да, он есть, но не существенный. Хотелось бы видеть существенного роста. Средний показатель роста за 3 года составляет 1,8%. Рост прибыли нет. За 3 года прибыль снизилась на 19% год к году. Свободный денежный поток также снижается. Долг к собственному капиталу составляет 17%, что является допустимым значением, и с этим вопросов не возникает. И справедливая стоимость акций нет. В этом плане компания не проходит отбор по 5 ключевым показателям. Потенциальная доходность на горизонте инвестирования 10 лет ниже рынка и составляет порядка 7% при покупке акций на текущих отметках. Я не вижу инвестицию в данную компанию привлекательной. Хотелось бы видеть более существенного снижения стоимости. Плюс компания обладает слабой структурой управления. Итак, друзья, если вам было полезно это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, приглянулась ли вам данная компания и держите ли вы ее в своем портфеле. Также пишите разбор, какой компании вы хотели бы видеть в моих следующих обзорах, а также не забывайте подписаться на мой канал. Мне будет очень приятно. Всем удачи, не забывайте о диверсификации своего портфеля, а мы продолжаем искать недооцененные компании. Всем пока!